Привет! Такого мы не ожидали. Признаюсь, наш план был в том, чтобы показать основные моменты, доказывающие, что он манипулятор, врун, ведет себя как урод, противоречит сам себе и прочее. А дальше уже выпустить вторую часть, где уже не будет стоять вопроса, кто такой ФНМ-04. Это уже будет без сомнений клоун. Но первое видео было также приманкой. Мы планировали использовать его позорный ответ против него же. И такого зашквара мы не ожидали. Чел просто начал сам себя закапывать со скоростью света. ФНМ, пожалуйста, остановись. Я хочу, чтобы тебя разнес я с нейроном, а не ты сам. Стой! Время для новых зашкваров. Во время создания ролика находились еще моменты, о которых стоило бы рассказать. Я создал себе файл блокнота с названием «Добить ФНМа» и планировал выпустить ролик с разбором его ответки, ну и подкрепить парой минут новых зашкваров. Но нет, пока я готовил видео, вес этого файла рос не по дням, а по часам. И там уже больше пунктов, чем было затронуто в первом видео. Друзья, начинаем. Давайте, основа основ. Что не так с его шоу-кейсами, кроме того, что некоторые макросы не его? Это, согласитесь, на качество не влияет. Обратим внимание на превью. У него оно из разряда кадр из уровня, то есть основополагаясь на название и на кадр, мы интересуемся уровнем или нет, нажимаем на его ролик или нет. Но сейчас я вам докажу то, что его кадр из уровня это сраный фейк и кликбейт. Заметил я это своими глазами на шоу-кейсе Кобвепса. Мне поначалу показалось, что слишком уж насыщенной выглядит картинка, прям сочно, как мед или вареная сгущенка. В уровне чуть потемнее. И спустя время я наткнулся на пост в Твиттере, где он буквально на публику показывает то, как сфотошопил кадр с уровня, и еще этим гордится. Посмотрите на то, как это выглядит в уровне и на превью ФНМа. Как выглядит в уровне и на превью ФНМа. Черт возьми, это не просто чуть насыщенней, контрастней. Это уже просто другой цвет, и все стало куда красивее. Это вообще другой уровень. Это буквально обман. Мы заходим на такой уровень, а его нету в видео. Взамен нам дают эту смуглую какашку. Каждое сраное превью он проводит через коррекцию цвета. Его превью не отражает реальность уровня максимально. Его превью это обман и ложь. Как можно догадаться фотошопить кадр с уровня, чтобы апнуть просмотры? Топ-1 шоу-кейсер, по мнению Англ Комьюнити, фотошопит кадр из уровня. Какого хрена? Как по мне, шоу-кейсер должен буквальным образом отражать все ключевые уровни. Но если ему не нравится нейрон или вернам, то их уровней не ждите, ребята. Он удалил шоу-кейс Агиты и Аода. А чё тогда Майхом ты выложил, мне интересно? Ну потому что сейчас с него можно много срубить, точняк. Агиту уже никто не смотрит, удалю нахрен. А вы знали, что ФНМ-04 сам считает свои шоу-кейсы говном? После так называемого экспоуза Джаста, твиттер-группа Bad YouTube Content выложила скрин канала Джаста, что означает, его контент признан плохим. Важно тут то, что ФНМ-04 это репостнул. И по сути, раз у Джаста плохой контент, то у ФНМа тоже плохой. Они оба шоу-кейсеры. Ему даже мозгов не хватило понять, что он как дебил выглядит в этой ситуации. Ровно так же, как и сама твиттер-группа. Личность плохая не значит контент плохой. Его самая популярная рубрика на канале это клики насколько можно позже, прям в последний момент, в последний кадр, в который он даже сам не понимает, что ему нужно делать. Если мы обратим внимание, например, на то, как он проходит фингердэш, то кроме кликов в последний момент, он их делает еще, как можно реже. Буквально долетает до предела, еще и сверху. Я это понял так, что он хочет еще и отжатие как можно позже. В целом логично. фреймперфекты также считают нажатие и отжатие, например, на вейве. Это же тоже является фреймперфектом. Все логично, ФНМ. Классно. Но нет, все-таки он так не считает. Если мы посмотрим на точно такую же рубрику, исполненную на Коникале, то вместо взлета до лимита он просто делает тонну ненужных кликов в притирку к шипам. Как я понял, он забил на структуру рубрики чисто ради превью. Это так тупо. А еще большой тупизм, то что в старых видосах этой рубрики он даже не старался кликать как можно позже и откровенно делал все на похер. Посмотрите, как глубоко он входит пауком в блок и как это реально возможно сделать, причем более маленькой по размеру иконкой. Это было настолько тупо, что он по итогу переснял аж это видео. Ну молодец, ФНМ, теперь осталось научиться извиняться, перестать
врать, начать уважать других людей, сменить все превью шоу-кейсов на настоящие кадры, прекратить лицемерить, не продолжать фармить противоречия, ну еще куча всего. Короче, легче всего ливнуть тебе ФНМ. Я читаю этот сценарий, и он это уже сделал. Да, я решил по приколу посчитать, сколько макросов принадлежат ему. Он же говорит то, что много тратит времени на ГД, типа это так сложно, вспомните первую часть. Опять же, я бы этого никогда не делал, ничего не считал, если бы он не жаловался, что тратит много времени на видосы. Ему же надо еще учиться, помните, он же один учится. Так вот, обычные уровни считать глупо. Я не думаю, что потратить полчаса на макро максимум за такие деньги будет для кого-то проблемой. Давайте посмотрим на его плейлист с Impossible уровнями. Сколько же макросов сделал он лично сам? Чтобы вы понимали, Нейрон тратил по несколько дней на один уровень. Так что вперед, посмотрим, как FNM04 вкалывает, жаривает, бомбит, работает. А теперь вопрос. Сколько же из Impossible листа FNM лично сам заботил, создал макрос? 0. 0 макросов из 10. При таких царских условиях и деньгах он жалуется, что у него мало времени. Что он вообще делает, извините, описание к видео заполняет? И теперь вспомните, как он относился к одному из людей, дающих ему макро. Вот-вот. Выводы делайте сами, блин. Господи, чел еще считает себя хорошим шоу-кейсером. Как ты можешь быть в топах, если ты даже самое сложное не ботил никогда в жизни? Это, блин, аналогия. Почему ты лучший игрок, если у тебя 0 побед в топ-10 сложнейших уровней в ГД? Какого хрена? Какой ты лучший? Ты в топ-100 Казахстана не влетишь. Но тут еще прикол в другом. Я замечаю, что FNM04 довольно часто пишет в Твиттере, что, мол, люди говорят, что я плохой шоу-кейсер. Люди называют мои видео говном. Но черт, какие люди? Кто называет? Что за паранойя? Я никогда не видел, чтобы люди говорили, что FNM04 плохо шоу-кейсит уровни. Где ты берешь этих людей? Что за невидимые хейтеры? Мне кажется, он вообще сходит с ума и каждый день дерется с невидимками по квартире. Они его и отвлекают от шоу-кейсинга, поэтому он тратит так много времени на все это. Либо все-таки эти посты нацелены на давление на жалость. Кстати, о ней. FNM04 признался, что не платит за учебу деньгами шоу-кейсов, что это была ложь для возвращения монетизации. Ты упустил одно но. Вместе с Ютубом ты обманул всю аудиторию. Ты сказал это в публичном доступе. Ты мог выложить апелляцию с доступом по ссылке. Условия Ютуба позволяют. Но ты пошел ныть именно на публику. И ты обманул не Ютуб. Ты обманул десятки тысяч людей, которые прочитали пост или посмотрели видео. И даже после этого не извинился? Ты серьезно? А что еще ты сделал? Моментально создал аккаунт на Патреоне. Это как Бусти, но не для СНГ стран. То есть ты в тот же момент решил покрыть потери таким ходом, даже не дождавшись ответа на апелляцию. Ну ладно. Поражает другое. Какой идиот будет покупать платную подписку на шоу-кейсы? Ты совсем что ли конченый? Никто не будет платить за сраные шоу-кейсы уровней деньги каждый месяц. Ладно, допустим, найдутся даже 300 человек, которые купят платную подписку на гребаные шоу-кейсы. Только кто тебе даст после этого копию уровня, если уровень увидят всего 300 сраных дегенератов со всего Патреона? Как можно было допереть до такой наглой и одновременно тупой вещи в погоне за деньгами? А еще он выкатил пост, сказав, что не выпустил сегодня видео, так как потерял монетизацию. Охеренно, он еще и снимать временно прекратил. Чтоб зря просмотры не терять, как говорится. Насколько это нагло и мерзко. Никто его не осудил. Почему этого никто не заметил? Черт, он еще и спонсорские подписки ввел. Какого хрена? Ладно, продолжается борьба за авторские права. Помните, как он украл рубрику «Самое странное прохождение» у Нейрона? До того, как он ее украл, он приходил, чтобы сказать, что это Нейрон ее украл, и показал то самое видео с кликами как можно позже. То есть другую рубрику, опять же. Дуралей. Кстати, снова его бредятина привела к плохому для ФНМа. Помните момент, когда он сказал, что рубрика «Странное прохождение» на его канале является просто копией кликов как можно позже? Мы понимаем, что это не так, но давайте поверим ему. Да,
Окей, это копия. Выходит, что FNM04 признал, что чисто копирует уже свой же контент ради просмотров. Ты снова попался в вилку. Ты в любом случае клоун. Так, окей, мы уже помним, что он резервирует абсолютно все очевидные идеи, как свои авторские, по типу топ-10. Окей, мне кажется, рубрика RTX, тоже достаточно очевидная. Но anyway, нишу полностью занял нейрон. И вроде бы по твоей же логике, ты повторять ее уже не будешь. Да? По твоей логике это вроде как нельзя, но он все равно начал ее снимать. Ведь видел, как она хайпует. И нейрон не дебил, в отличие от тебя, и не запрещает никому это снимать. Он даже не автор рубрики этой. Автор рубрики Байтема. И второй факт, опять же, то, что нейрон не дебил. Он не считает даже себя создателем этого. А даже если бы он это создал, вряд ли бы он пошел кого-то обвинять в плагиате. Он делает это только с тобой, только потому, что ты сам это делаешь. Чтобы тебе же показать то, что ты дурак полный. И обвиняешь в том, в чем можно тебя же обвинить. Но нет, ты же ФНМ. Ты мало того, что пень, так еще и снова противоречие своей тупой логике. Ты дерево. Ладно, он не дерево, он сраное бревно. Ведь он сам писал в ЛС, что авторских прав на ГД рубрике в целом нету. Что происходит у этого сумасшедшего в мозгу? Вы мне объясните. Он за один абзац сценария запутался 4 и устроил себе 3 противоречия. Так, все, погнали снова срать конкурентов. Кто у нас тут самый плохой? Нейрон. Погнали срать его. Итак, нейрон делает контент как Кайгай. Да, контент в стиле Кайгая. И что дальше? Кстати, похожий контент, как у Кайгая, снимает еще Трай, там Панда ГД и еще многие люди. Так что это даже не авторская фигня. Допустим, окей. ФНМ, ты обвиняешь вот такой глупости. Давай посмотрим и чекнем твой контент. Тоже поржем. Ты же посмеялся? Мы тоже хотим. Окей. Чтобы было все по-честному. Кроме шоу-кейсов, есть разговорные видосы. Чекаем последний из них. Чтобы не кинул страйк, я просто беру твои первые слова в текстовом виде и зачитываю их. Показывать не буду. Зодиак был верифицирован Ксандром и выложен на аккаунте Бионокса. Человек даже не знает, что на аккаунте Ксандра он висел несколько лет, а потом его только перенесли Бионоксу. Вот ты ржешь над видео нейрона, а мы ржем теперь над тем, что ты насрал в штаны с первых же секунд видео. Мы разные. Помните приватизацию Свекроута? Он на полном серьезе снова предъявил нейрону за то, что он сплагиатил Свекроут. А самое нелепое это то, что этот Свекроут не что иное, как ключ в уровне, который включает этот невозможный вейв. Это не скип. Это фича, это ключ в уровне. Я жду авторские права на монетки, придурок. Кстати, он еще выложил и про тот Свекроут Твиттер. А знаете, в чем тут двойные стандарты? Вот не догадаетесь. Он мне в ответке сказал, почему ты не пошел ко мне в ЛС, а выставил все на публику? А почему ты тогда выставляешь все на публику? Почему ты высрал пост про то, что нейрон на ютубе ради денег, и что война вообще не помеха? Ты все на публику сам выставляешь, ты, Ты думаешь, твои противоречия незаметны? Я их за километр, вижу. И опять же, я не позволю таким зашкварам, такой некогда уважаемой личности потонуть где-то в ЛС. За твоими словами и действиями пристальная слежка. Самое время раскаяться. Только мы уже видели, как ты это делаешь, пес. Сначала миришься, а потом продолжаешь срать за спиной. И именно поэтому тебе сейчас так плохо. Как же он много удаляет зашкварных постов. Нужно иметь уже привычку сразу скринить, что видим от него. Но я рад, что мини-срач с Дэнни все-таки жив. Дэнни поржал над контентом ФНМа. На что ФНМ решил кинуть стрелку, скинув его контент. И представьте, насколько это тупо. Дэнни супер крутой дизайнер. Мега крутой слэйр, черт возьми, фейерворк прошел. Он выложил всего 3 видео с крутейшей идеей РГБ. Вы ее помните, наверное. Эта рубрика не просто так просматривалась сотни тысяч раз и восхитила многих. Это классные видосы. Он мог их еще снимать как RTX полгода и зарабатывать. Но нет, ему это не надо. Он чисто ради творчества и ради того, чтобы показать комьюнити крутую штуку, выложил всего 3 видео. Топ-3 сложнейших демонов того времени. И ФНМ ему за это предъявил в ответ: какой ты пень, это не аналогично и намного круче, чем у тебя. Итак, FNM04 второй раз написал в Твиттере о том, что нейрон снимает чисто ради денег. Хотя сам он снимает ради денег и предъявляет это другим. Как всегда, он в хер не ставит реальную войну и пытается как-то доказать, что нейрону особо и не нужны деньги, говоря, что его заработок выше, чем средняя зарплата Украины. Чел, то, что у него заработок выше, не значит то, что ему там нормально. Это значит то, что есть люди, которым еще хуже.
И деньги тебя от рандомной ракеты или мины, или песток не спасут. И тратятся они на жизненно необходимые вещи, начиная от дорогущей еды из-за проблем с логистикой, заканчивая сбором денег на личную эвакуацию. И откуда ты вообще знаешь, какая ситуация у него конкретно, чтобы это судить? Нейрон, короче, я уже не могу. Объясни ему сам. Здорово всем, у микрофона Нейрон. И я как бы не могу не высказаться по поводу ФНМа, потому что человек пиздел как за спиной, так и напрямую мне. И наш разговор в ЛС закончился буквально ничем, мы друг друга не поняли. Я остался при своем мнении, он остался при своем мнении. То есть с человеком бесполезно общаться и что-то ему говорить. Так вот, ФНМ, я просто банально не понимаю твое суждение пальцем в небо, да? Ситуации у каждого человека индивидуальны. Ты спизданул такую фразу, то, что я получаю 4х зарплату, мои родители работают, и у меня все заебись в плане с деньгами, да? Ну и в связи с этим просто тут банально назревает вопрос. Не охуел ли ты, сука, говорить такие вещи в мою сторону? Как? Откуда ты узнал, что у меня вообще есть родители, да? Ну, слава богу, они есть. С каких херов ты вообще предположил, что они у меня работают, да? Просто так сложилась ситуация сейчас в стране, что хуй ты найдешь в Украине работу нормальную, качественную. И, в принципе, много кто лишился работы именно из моих родственников, да? Там какие-то предприятия, может, в связи с войной закрыли и так далее. Ну, здесь очень все индивидуально. Ситуация в стране очень напряженная, и ты не можешь, блять, утверждать так, как ты именно это сделал, смело и напрямую. Я уже не говорю, что ты упустил такой момент, что у меня может быть девушка, допустим, или ребенок, или невыплаченный кредит. Понимаешь, ситуация может быть миллион. Ты просто тупо взял, назвал. Такой нюанс дальше, как бы ты назвал войну войнушкой, то есть не воспринимаешь все всерьез и буквально придумал причину, по которой я не заслуживаю деньги, да? Я лично не смотрю в чужие кошельки, да? Но тут назревает такой вопрос, ты какого хуя мне говоришь, что я не заслуживаю свои деньги, а в каком тогда случае заслуживаешь их ты? Почему ты наебываешь свою аудиторию с оплатой учебы, да? А по факту оказалось, что сливаешь свои бабки на охуительные свои комплектующие, охуенный свой моник, жратву и так далее. И после всего этого ты пишешь, что мы не можем критиковать тебя за твою ложь. Ну, блядь, ты сам не понимаешь всю абсурдность этой ситуации? То есть ты говоришь нам не делать так, или нас гнобишь за то, что мы делаем по-своему. А когда тебя нагибают тем же способом, как ты нас хотел нагнуть, ты сразу даешь заднюю и съебываешь с конфликтов, говоря, что все мудаки, а ты один, блядь, крутой, а один ты, блядь, такой жалкий, тебя надо пожалеть и так далее. Так вот, сам прикол, в отличие от тебя, я не наебывал свою аудиторию с деньгами, когда мне отрубили монетизацию, я в своем видео просто лишь уточнил то, что у меня ситуация в стране очень пиздец какая напряженная, а ты, в отличие от моего видео, нахуй посоздавал там какие-то, блядь, спонсорскую поддержку, блять, а посоздал Patreon, если я не ошибаюсь, тоже для поддержки. Сказал, как тебе жалко без денег, сказал, как тебе, блять, хуево приходится, что тебе надо платить за учебу и т.д. и т.п. В общем, я, в отличие от тебя, свою аудиторию не наебывал. И несмотря на ту ситуацию, в которой нахожусь я не клянчил бабки со своих зрителей и подписчиков. Даже если ты будешь говорить, что ты не клянчил, а просто сделал это как благотворительный фонд, это все равно считается, как ты попросил денег на помощь. Все элементарно. Ты также написал, разве деньги помогут уворачиваться от пуль? Ты крайне глуп. Война — это не только поле боя. В первую очередь куча смертей из-за того же голода населения и прочего. У Нейрона сейчас даже горячей воды нету. А скоро начнет холодать. Зима в Украине, ого-го. Да и кто тебе говорил, что это поможет уворачиваться от пуль? Ты сам придумал глупость и сам ее высмеял. Потом ты показал список того, что снимал раньше Нейрона. Ты снова мозгами как дерево. Ты привел в пример целых 8 уровней, которые дали тебе креаторы эксклюзивно. Нейрон не имел шансов сделать шоу-кейс раньше. Если к тебе идут люди в первую очередь, и очень зря, кстати, по твоему мнению, он должен был после такого не записывать эти уровни вовсе, чтобы совсем не бороться с твоим монополизмом. Ты повторял за Леем и Нейроном, когда не успевал в актуальность. Кстати, даже в твоей подборке скорости шоу-кейсов, единственный раз, когда копия была не эксклюзивом, ты проиграл. Ты буквально гордишься тем, что у тебя есть огромное преимущество в гонке.
Ты позорник. Если ты будешь опираться только на это, я могу тебя разъевать этим же фактом. Я, блядь, вообще начал шоукейсить еще раньше, чем ты. Я, блядь, еще раньше начал строить ГПР. Начал коллаб хостить раньше, чем ты. Я, блядь, банально начал играть раньше, чем ты. Особенно смешно, как ты на премьере оправдывался за повтором Hallucination Залеем, сказав, что снял его еще задолго до Верифа. Друг, тогда зачем ты снял его повторно? Перефразирую. Зачем ты сейчас закопал себя на ровном месте, буквально спалился, что снял одно и то же ради просмотров? Что ты вообще хотел этим опровергнуть? Думать не твое. Ну и на все моменты, связанные со мной, ты, ФНМ, ответил, мы все уже уладили, да? Блять, ну если мы с тобой уладили, то тогда какого хуя, когда я тебя не трогал, ничего тебе не писал, ты в своем ебучем твиттере написал, что я у тебя спиздил скип на Hexagon Force в странном прохождении, блять. Я у тебя спиздил, когда мы с тобой все уладили, то есть ты это опять же на публику акцентируешь внимание, призываешь всех меня хейтить буквально, да? Так завуалированно скажем. Да, и кстати, раз мы с тобой все уладили, это не отменяет всех твоих зашкваров, которые должна знать публика. Ввиду с тем, что ты бесконечно продолжаешь делать то же самое, то в открытую, то за спиной, ты никак не исправляешься. После ты начал объяснять, почему у тебя чужие макросы. И тут стало понятно, что ты даже не понимаешь, что тебе предъявляют. Сказано, ты слабый шоукейсер, так как используешь на сложные уровни для ботинга чужие макросы. Твой ответ: я не могу заботить некоторые уровни, поэтому прошу у кого-то макрос. Ты просто подтвердил мысль. Осталось, чтобы твои мозги поняли следствие этой мысли. Не можешь записать макро на сложный левел, ты слабый шоукейсер. Что тут непонятного? И да, ты промолчал про того парня, которому ты даже спасибо не сказал за макросы и не выполнил его просьбу. Тот самый супер эгоистичный и невежливый мерзкий момент от тебя. Промолчал просто. Вот твое отношение ко всему этому. И дальше ситуация. Нейрон тоже загрузил Silent Club Step с подписью топ-1. Дорогой мой, в отличие от тебя, на момент выхода уровня нужно было быстро его записать. И я провел опрос в своем сообществе, ты можешь спокойно его найти. Silent Club Step топ-1 или не топ-1? Большинство зрителей проголосовало за то, что это топ-1. Ну и я, соответственно, назвал ролик с Silent Club Step то, что это топ-1. Но в дальнейшем я поменял название, так как уже стало известно, что это далеко не топ-1. А ты, в отличие от меня, нахуй сделал топ-10 сложнейших уровней и поставил на первое место ЦК. Это нормально, блять, по-твоему? Ты уже прекрасно знал мнение большинства игроков, и ты, блять, пишешь в описании то, что я надеюсь, что это топ-1. Ну а потом ты еще, блять, удивляешься, почему с твоим мнением никто не считается, да? Ну и в заключение хочу добавить. Я тебя когда-то уже давным-давно предупреждал. Если ты будешь заниматься подобной хуйней, ты об этом рано или поздно пожалеешь. Я бы и ни слова не сказал бы моим друзьям, я бы и ни слова бы не поднимал эту тему, и этого, и предыдущего видео, возможно, бы никогда в жизни бы и не вышло, если бы ты не занимался подобной хуйней. У микрофона был Нейрон, спасибо за то, что выслушали. Я никогда не говорил, что делаю это не ради денег. А мы никогда не говорили такого же. ФНМ, мы и предъявляем тебе за то, что, делая за деньги, ты обвиняешь в этом других. Ты снова не въехал в простейшую мысль. Позже ты не в тему начал говорить о том, что у автора канала LeiKD крутой ПК. Это просто... К чему? Это так тупо. Давай будем считать, что мы просто не заметили этого в ответке. Это дебилизм. На этом более-менее по существу все. Остальное в ответке он проигнорил. Половину он не понял. Господи, это, возможно, самый тупой персонаж на разносе. Человек реально не вкурил обвинения и начал их подтверждать в ответке. Дайте этому человеку медаль с надписью «Пень», пожалуйста. А после ответки FNM04 вышел на эмоции и начал срачи в Твиттере. Посты уже он удалил, а после начал кидать угрозы, что удалит мой канал и подаст на меня в суд за клевету. За какую конкретно клевету, я не знаю. Где она? Ну хрен поймешь. Ну черт, какой нахрен суд? Какое удаление канала? Ты вообще в своем уме? Если ты сказал на эмоциях, неделя прошла, можно уже взять слова назад, не знаю, или ты сказал не на эмоциях, ты на полном серьезе? Не, это кошмар. Ты понимаешь, что ты сейчас настолько зашкварился, что даже если бы я был неправ в каждом своем слове, ты бы все равно был клоуном после таких действий. Ты главный кринж 2022 года. Не пытайся угрожать Эриле. Он снимет столько, сколько надо. Обещаешь угробить меня после второго видео? Вот
оно. Давай. Что ты мне сделаешь? Я обещал каждое твое слово тебе в жопу засунуть. Мы это сделали. И будем делать это до тех пор, пока ты не закроешь свой хлебальник. Все, нокаут, остановка боя.